Всем привет. Вчера вам показал колоду в чате, который всем доступен. Кстати, ссылка на него в закрепленном комментарии. Туда может любой зайти. Но без надписи я вам показал. То есть там не написано пентакли и так далее. Там многие карты и так понятно. Надеюсь, что вам понравилось, да, и следующие расклады скоро, они будут на этой колоде. Колода с защитами того, кто делает расклад. Качество я урезал, чтобы вы там сами себе на латыни не начитали, да, лишнего. Ну, что ж, будем ждать, да? Приглашаю всех в проживание арканов. Это для того, чтобы просто кардинально свою жизнь изменить в лучшую сторону. Только для тех, кто достоин такого подарка. Тот, кто готов себе сделать такой подарок. Ну и не для лентяек, конечно. И приглашаю в манифест. Все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. В закрытые расклады тоже обязательно заходите. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Первая карта сигнификация, остальные парно читаем. На чем ты сейчас сосредоточена? Ты сейчас прям вот кучей дел жонглируешь одновременно. У тебя и на работе 3 начинания идут параллельно, да? Дома там ремонт начала, с мамой проблемы решаешь, подруге помогаешь с ее там разводом. То есть ты хватаешься за все и сразу. И думаешь, что ты успеешь везде. А в итоге ты ничего до конца не доводишь. Давай будем правде глаза смотреть, да? Утром встаешь, думаешь, так, сегодня нужно там по работе вот это сделать, потом к врачу сходить, в магазин за обоями заехать, зубы полечить, маме позвонить, с подругой встретиться и вот это вот все. И к вечеру ты понимаешь, что даже половину дел не сделал. А те, что сделала, так вот, как в попыхах, да, не очень качественно. И ты постоянно в движении, постоянно что-то планируешь, постоянно куда-то бежишь. Телефон у тебя из рук вообще не вылезает. То работа звонит, да, то подруги пишут, то семья что-то спросит. У тебя сейчас такое ощущение, что если ты остановишься хоть на секундочку, да, то вот как будто все развалится. А еще ты все время думаешь про деньги. Ты считаешь, вот сколько потратила, сколько заработала, на что нужно отложить. У тебя в голове вот этот постоянный калькулятор работает. Платьишко красиво видишь, сразу прикидываешь, можешь ли позволить себе. В отпуск идешь, думаешь, там не слишком ли дорого. Проблема в том, что ты растягиваешься вот на все эти дела и деньги. Твое внимание, оно, знаешь, вот разбросано по кусочкам. Нет одной вот главной задачи, на которой ты могла бы полностью сосредоточиться. И от этого у тебя все дела там идут медленно, и ты устаешь больше, чем нужно. Так на чем сейчас следует сосредоточиться? Знаешь, тебе сейчас нужно определиться с мужиком со своим раз и навсегда. Хватит висеть между двумя вот этими стульями. Ты же знаешь, что у тебя есть тот, кто тебе нравится, но ты все думаешь, а он подходит мне или не подходит, а что если там получше найду? А еще у тебя есть тот второй, который вроде и надежный, и серьезный, но искорки нет. Как бы друзья. Пора выбор делать. И строить отношения с одним человеком. Не мучить ни себя, ни их. Сядь вот и подумай, с кем ты видишь свое будущее, да, с кем тебе хочется по утрам каждое утро вот просыпаться. Кого ты готова
познакомить с родителями. И когда ответишь сама себе на эти вопросы, то действуй. И, конечно, тебе нужно быть более решительным во всех делах. Ты знаешь, ты слишком мягкая, слишком думаешь долго, слишком там боишься кого-то обидеть. На работе тебе дают дополнительное задание, ты соглашаешься, хоть и так завалено, да? Подруги просят помочь, ты бежишь, бросая свои дела. Нет, научись говорить четко и жестко. Не объясняй долго, почему не можешь. Просто скажи «нет, не могу, не буду» и все. Твое время и твоя энергия, они не резиновые. Если ты будешь помогать всем подряд, да, то на себя тебе ничего не останется. Начни принимать решения быстро. Вот смотри, видишь проблему, сразу думай, как ее решить. Не откладывай на завтра. Чем дольше ты тянешь, тем сложнее становится. А быстрые решения, они, знаешь, часто оказываются самыми правильными. Сосредоточься на том, чтобы стать как сказать, взять в руки свою жизнь. Не плыть по течению, да, а управлять жизнью. Ставить цели и к ним идти, и не ждать, что там за тебя кто-то сам что-то решит. Извиняюсь. Что отвлекает тебя от твоих настоящих целей? Ну, это твоя подруга, которая постоянно врет. Ты же сама даже знаешь, что она приукрашивает факты, выдумывает истории, то есть рассказывает одно, делает другое и так далее. Но ты продолжаешь ее слушать и верить, и советы давать. А она тебя использует как жилетку, в которую поплакаться можно. Каждый день тебе звонит и рассказывает о своих проблемах. Там муж плохой, парень плохой, там работа не нравится, денег нет, здоровье подводит, и ты тратишь кучу времени на то, чтобы ее утешать, советы давать, которые она все равно не выполняет. А потом удивляешься там, почему у тебя на свои дела времени не хватает. И твои собственные мысли тебя еще отвлекают. Ты постоянно себя накручиваешь. Вот в голове у тебя вечно разные сценарии крутятся. Там, что будет, если я поссорюсь с начальником? Что будет, если меня мужик бросит? А если денег не хватит? И вот ты живешь в мире своих страхов и своих сомнений. Ты создаешь себе проблемы прям вот на пустом месте. Видишь один неудачный день и сразу думаешь, все, жизнь не задалась, жизнь катится в тартарары. Получаешь одну критику какую-то и сразу паникуешь, все, меня уволят теперь. Твоя голова работает против тебя, а не за тебя. И интернет еще отвлекает. Ты часами сидишь, как называется, скроллишь соцсети, новости читаешь, видео смотришь. И себе говоришь такая, я просто 5 минуточек отдохну, и все. А в итоге ты тратишь не 5 минуточек, а час, два, три, и вообще весь вечер. А потом спать ложишься и думаешь такая, опять ничего толкового не сделала. Все вот эти отвлекающие факторы, они крадут твою энергию и твое время. Пока ты занимаешься ерундой, жизнь, она проходит мимо. Что отпустить нужно, чтобы вперед идти? Но знаешь, тебе нужно выкинуть вот это желание всем нравиться и получать одобрение. Ты постоянно стараешься быть хорошей для всех. На работе хочешь, чтобы начальник тебя хвалил, да? В семье хочешь быть идеальной, там и дочерью, и сестрой, и женой и так далее. С друзьями, подругами стараешься быть вот такой душевной. Но это невозможно. Нельзя нравиться всем одновременно. Вот кому-то всегда ты будешь не по душе, чего бы ты ни делала. А попытки угодить всем, они только тебя выматывают и мешают быть собой. А еще тебе нужно, знаешь, перестать торопиться во всем, потому что ты торопышка. Ты живешь в таком бешеном ритме, что не успеваешь даже нормально подумать. Быстро завтракаешь, быстро там работаешь, быстро решения принимаешь, быстро, а потом удивляешься, почему так много ошибок.
Замедлись вот. Дай себе время подумать, прочувствовать, понимаешь? Не все в жизни нужно делать быстро. Некоторые вещи, они внимания требуют. Там отношения, работа, личный свой рост. Все это не строится за один день. Перестань бояться остановиться. Ты думаешь, вот что если не будешь постоянно бежать, да, то ты отстанешь от жизни. Но это ж не так. Иногда нужно просто остановиться, чтобы понять, что ты в правильном направлении движешься. И вот это у тебя еще потребность. Я хочу быть лучше всех. Ты там с подругами соревнуешься, с коллегами, там вообще со всеми. У кого лучше работа, муж лучше, дороже машина. Но это ж пустая трата силы. Твоя задача не быть лучше других, а быть лучше вчерашней себя. Когда отпустишь все это, у тебя освободится много энергии для действительно важных дел, и жизнь спокойнее станет и приятней. Подписывайся на канал обязательно. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Ну, у вас тут сразу все понятно, да? Двоечки, двоечки. На чем ты сейчас сосредоточена для сигнификации? Ну, а ты сейчас прям вот, знаешь, прям помешана на том, чтобы жить красиво и дорого. Все твои мысли, они сейчас вокруг денег крутятся, вайлдберрисов, озонов, вещей, статуса и так далее. Ты и новую машину хочешь, и квартиру побольше, и отпуск в Турции, и шубу норковую, и все время вот считаешь, сколько нужно заработать, сколько отложить, и когда там вот это ты себе все сможешь позволить. Ты стала, знаешь, такой материальной, прям вот идешь по магазинам и смотришь там на ценники, да, заходишь в соцсети, завидуешь подругам, которые фотографии с дорогих курортов там постят. Сравниваешь свою жизнь с чужой и думаешь такая, им хорошо, а мне нет, потому что у меня денег меньше. И знаешь что? Ты же реально уже многого добилась. У тебя жилье есть, работа, нормальный доход приносишь, одеваешься прилично, да? Холодильник не пустует. Ты живешь лучше, вот, чем большинство людей в мире. Но тебе все кажется мало. Знаешь, проблема в том, что ты зациклилась на этом. Хорошо о деньгах думать, о работе думать, но не зацикливаться. Ты утром встаешь и думаешь про деньги. Ложишься спать, думаешь про деньги. Работаешь и думаешь там, как заработать больше. Отдыхаешь и думаешь, не слишком ли дорого потратилось. А жизнь-то мимо проходит. У тебя есть здоровье, есть люди, которые тебя любят, есть возможности для развития. Но ты же этого не замечаешь, потому что ты зациклена на материальном, как белка в колесе. Бежишь, а счастья все нет и нет. И вот твоя зацикленность на деньгах, она отнимает у тебя энергию, которую можно потратить на что-то более важное. Там на отношения, на здоровье, творчество и так далее. На чем сейчас следует сосредоточиться? Ну, знаешь, тебе сейчас нужно планировать будущее свое. Хватит жить одним днем, да, и надеяться, что там все само собой как-то образуется. Ты должна четко понимать, чего ты хочешь через год, чего ты хочешь через 5 лет, через 10 лет. И план составить, как этого добиться. И в решениях своих там тебе стать жестче нужно. Потому что ты слишком мягко, слишком всех жалеешь, слишком боишься кого-то расстроить. На работе дают излишнюю нагрузку, ты соглашаешься. Дома просят помочь там с чужими проблемами, ты свои дела бросаешь, помогаешь и так далее. Начни «нет» говорить тем, кто вот хочет использовать твое время и твою энергию.
Потому что твоя жизнь, она же, ну как, не должна крутиться вокруг чужих каких-то потребностей. У тебя есть свои цели, свои планы есть, там свои интересы. И они должны быть в приоритете. Научись принимать четкие решения и не менять их под давлением. Если решила там работу поменять, меняй, не слушай тех, кто говорит там, зачем рисковать. Решила переехать, пожалуйста, не обращай внимания там на всякое нытье со стороны. Ты умная женщина, жизненный опыт у тебя есть. Ты прекрасно знаешь, что тебе нужно, поэтому доверяй себе больше, чем там чужим советам каким-то. Люди, они, знаешь, любят совать нос в чужие дела. Даже мне вот то, что я с кольцом, да, мне уже приписали, я женился, у меня все беременные и так далее. Хотя они даже не понимают, что это за кольцо. Но это не обручально, это когда-нибудь вам расскажу, что это за кольцо, оно кладбищенское. Так вот, люди, они прям свой нос суют. Ты там, например, там, если живешь в Америке, да, ты там пукнула, а в Австралии тебе говорят то, что ты обосралась. Извините меня за выражение, но а как? Понимаешь? То есть люди приукрашивают. Кольцо у меня увидели, все беременные уже от меня. Понимаете? То я женился, то я беременный. Ой, я беременный. Ну, ты поняла, да? Люди прям фантазеры. Поэтому сосредотачивайся на своих решениях, а не на ихних, понимаешь? На том, чтобы вот стать хозяйкой своей судьбы. Не плыть по течению, да, вот, а управлять своей жизнью. Цель ставишь и методично к ней идешь. И не давать никому сбивать тебя с выбранного пути. Что отвлекает тебя от твоих настоящих целей? Ну, знаешь, правила семьи. У вас в семье, знаешь, принято жить определенным образом. Там женщина должна быть замужем до 30, например, да? Должна родить детей до 25. Должна ставить семью выше карьеры. И ты пытаешься соответствовать под этим правилам, даже если они тебе не подходят. Мама постоянно у тебя спрашивает там, замуж когда выйдешь, да? Когда внуков подаришь. Тетки там на семейных праздниках охают, ахают. Что ж ты все работаешь? Пора бы о семье подумать. И ты начинаешь сомневаться, а правильно ли я живу? А не пора ли мне действовать, как сказать, по их правилам? И у тебя еще отвлекает желание, знаешь, всех контролировать. Ты думаешь, что ты знаешь, как другим лучше жить. Подруге советуешь мужика бросить, сестре говоришь, какую работу искать, маме объясняешь, как здоровье беречь, и тратишь кучу энергии на то, чтобы всех переделать под себя. А они, в свою очередь, хотят переделать тебя под себя. И у вас диссонанс огромный. Люди не хотят, чтобы их контролировали. Они хотят сами решать, как им жить. А ты злишься, когда они не слушают твоих советов. А они злятся, что ты их не слушаешь. И ты такая, ну я ж добра желаю, да, почему не понимают? А дело в том, что каждый человечек должен сам набивать свои шишки и учиться на своих же ошибках. Твоя попытка всех контролировать и переделать, она отнимает у тебя кучу сил и времени, которые нужно тратить там на собственное какое-то развитие. Пока ты решаешь чужие проблемы, твои собственные цели, они на потом откладываются. Понимаешь? Что тебе нужно отпустить, чтобы вперед идти? Постоянно отдыхать и ничего не делать нужно отпустить. Ты устаешь на работе, я согласен с тобой полностью. Да, ты хочешь расслабиться, но у тебя, знаешь, крайность сейчас. Ты домой приходишь и падаешь на диван, да? Выходные проводишь в кровати с сериалами. Отпуск тратишь на то, чтобы лежать там и ни о чем не думать. Это постоянный отдых, и он превратился в лень.
Ты отвыкла от активности, от движения вперед ты вот отвыкла. Тебе стало комфортно в этом состоянии ничего не деланья. И теперь любое усилие, оно тебе кажется подвигом. А еще тебе нужно отпустить свою вот эту не инфантильность, а вот детское восприятие мира. Ты все время ждешь, что кто-то придет, твои проблемы решит, что работа сама найдется, что мужик сам появится, что деньги сами прибавятся. Ты живешь в мире розовых мечтаний, где все происходит само собой, как в фильмах, которые ты любишь. Но взрослая жизнь, она ж так не работает. Никто тебе ничего не должен. Даже мужик в твоей жизни, он не должен обеспечивать тебя. Вы должны иметь общую казну, так скажем. Понимаешь? Вот хочешь ты лучшую работу, да, где больше денег, иди ищи. Хочешь отношения, знакомься, общайся, строй отношения. Денег больше хочешь, развивайся, новому учись, меняй подход к работе. Твоя детская наивность, она, знаешь, она мешает тебе увидеть реальность. Ты думаешь, что вот достаточно просто хотеть, да, маткой подышать или еще там какую-то ерунду делать, чтобы желания исполнились. Нет. На самом деле нужно работать. Нужно стараться, трудности преодолевать. Дыши, не дыши своей маткой, да, денег не прибавится. А то есть такие вот шизики. Пора взрослеть и брать ответственность за свою жизнь. Перестать ждать чудес и начать их создавать самой. И выйди из своей зоны комфорта, и начни действовать. И только так ты сможешь достичь своих настоящих целей. Но ты скажешь: нет, дед, это не так. Все же девочки вот так делают. И чё, все девочки счастливы? Они маткой подышали, и что это им дало? Только дышание маткой. И все. Денег это не принесет. Как ты космосу свою матку не показывай, да, денег больше не станешь. Космосу на твою матку все равно. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Двоечки у нас матками дышат, а мы с вами сейчас посмотрим, чем вы дышите. На чем ты сейчас сосредоточена? Ну, понятно, да? Ты сейчас помешана на том, чтобы научиться чему-то новому. Там в работе, в своем деле и так далее. Записалась на курсы, изучаешь там в интернете все вот это, смотришь видео про то, как заработать, да? Каждый вечер сидишь за компьютером или за телефоном и читаешь про новые вот эти способы заработка. Ну, проще говоря, ты сейчас жадная до знаний стала. Онлайн-курсы покупаешь, скачиваешь там книжки, подписываешься на всякие там бизнес-учения. И думаешь, вот я выучу вот это все, да, и жизнь изменится. Буду больше зарабатывать, стану независимой, покажу всем, какая я умничка. И это очень хорошо, что ты хочешь развиваться. Но знаешь, проблема в том, что ты хватаешься за все сразу. Сегодня ты дизайн изучаешь, завтра переключаешься там на копирайтинг, послезавтра яишки изучаешь. Или криптовалюты вообще, антихристовские. У тебя в голове сейчас каша из информации. Это, знаешь, ты в свои 40-50 лет, как говорится, еще не решила, кем ты будешь, когда вырастешь. Развиваться хорошо, но не распыляться на разные знания. А еще ты себя постоянно сравниваешь вот с теми, кто уже успешный. Смотришь там на блогеров, на всяких вот этих, которые свои доходы показывают, и думаешь, ну, почему у них получается, а у меня нет. Ты знаешь, что забываешь? Многие блогеры
Этим занимаются очень много лет, а ты только начинаешь. Не будет по мановению палочки. Никогда. Возьми любого там знаменитого блогера, блогершу или как там называется правильно, да? Что думаешь, они как начинали? Они сняли первое видео и сразу им деньги пошли? Нет. Многие начинали там прям вот ну, то фокусы показывают, да, там один блогер, он фокус показывал, потом вырос до большого. Но это года, это много годов. Он искал себя, понимаешь? Поэтому вот там Мистер Бист есть, да, он сейчас там самый топ на Ютубе. Он же тоже как начинал, его не смотрели. Он много лет искал себя в разных, вот, как сказать, в разных тематиках. Понимаешь? И, а ты как думаешь, я сейчас как вот начну только и сразу там с первого видео, с первого вот этого, или там с первой сделанной свечи, мне сразу миллионы придут. Нет, не придут. Чтобы много зарабатывать, нужно, как говорится, пуд соли съесть и ведро пота пролить. Не бывает вот, а у тебя как? Ты начинаешь, месяц тишины ты бросаешь. Потому что это не мое, это вот невыгодно. Все абсолютно, там блогеры, не блогеры, продавцы свечей, продавцы всяких эзотерик и так далее, они прошли огромный путь. У каждого там было там по году никого. Вот мы с Аней каналы создавали, да, ну она вам говорила в видео, создавали вот первый год 100 подписчиков, что ли, было. Понимаешь? 100. Не сдавались, снимали 24/7. По 4, по 5 раскладов в день. Даже на первых раскладах там слышно, то, что я там недовольный. Но все-таки, понимаешь, а ты хочешь сразу, не будет. Рвение твое, оно похвально, да, но ты слишком торопишься. Ты хочешь за месяц стать экспертом там в области там психологии, да, не бывает такое. На изучение там одной ниши нужны годы. И из-за вот этой спешки у тебя толком ты ничего не усваиваешь и думаешь такая, почему там вот это у меня не получается. Информации много, а практических навыков мало. Кучу времени, денег там на всякое обучение, на разнообразное тратишь, но результата ты сразу не увидишь. А это тебя расстраивает. И ты начинаешь сомневаться, а правильно ли я делаю. А может, это не мое, может, я просто не способна к этому, и бросаешь через месяц, 2 или полгода. На чем сейчас тебе нужно сосредоточиться? Ну, по картам тебе нужно заниматься домом и материнством, причем по полной программе. Хватит бегать по работам, курсам, пора быть настоящей хозяйкой своего гнездышка. Ты сейчас скажешь, дед, ты меня на кухню загоняешь. Нет, карты такие. Потому что ты увлеклась, как сказать, карьерой, что ты забыла самое главное. Создание уютного пространства, как для себя, так и для своих этих домочадцев. Начни с обустройства дома, ремонт сделай. Мебель купи, цветочек посади, порядок наведи. Твой дом, он должен стать местом, куда хочется возвращаться, где приятно время проводить, гостей принимать, да, отдыхать. И, как ни странно, да, пора думать о детях. Если у тебя их еще нет, самое время планировать. Если есть, то уделяй им больше внимания. Перестань постоянно сидеть там в телефоне или за компьютером, когда дети рядом. Играй с ними, сказки читай, гуляй в парке. Понимаешь? Ты должна стать источником тепла и изобилия, для своих домочадцев.
вкусную еду готовить, создавать праздники, о близких заботиться. Это не менее важно, чем карьера. Более того, это основа, на которой строится все остальное. Научись получать удовольствие от домашних дел, от того, вот как ты дом украшаешь к праздникам, да, как обед вкусненький готовишь, как спать детей укладываешь. Это не рутина, это творчество. Ты создаешь атмосферу любви и заботы. И знаешь, что запомни? Успешная женщина — это не та, вот, которая много зарабатывает, а та, которая умеет быть счастливой и делать счастливыми других. А счастье, оно начинается дома, вот в семье, понимаешь? А потом уже переходит на работу. Что отвлекает тебя от твоих целей настоящих? Воспоминания о прошлом. У тебя мужик был, с которым ты была вот счастлива. И вот вы были все такие вот влюбленные, все было просто, легко, проблем никаких забот, только радость от того, что вы вместе. И вот ты постоянно об этом времени думаешь. Особенно, когда вот нынешние отношения сбой дают, когда там с мужиком со своим ссоришься, который теперешний. И когда быт заедает, тоже вспоминаешь. Ты вспоминаешь того мужика и думаешь такая, вот тогда была настоящая любовь. А сейчас что? Обязанности, проблемы, бытовуха. И вот эти воспоминания, они мешают тебе жить настоящим. Ты сравниваешь вот этошнего, да, который сейчас мужика, с тем прошлым. И, конечно, муж проигрывает, потому что в памяти остались только хорошие моменты, а плохое ты все забыла. Еще сам этот мужик из прошлого отвлекает. Он зрелый, он успешный, умеет красиво говорить, ухаживать. И он дает тебе понять, что ты ему не безразлична. Возможно, пишет смски, приглашает встретиться, типа там просто поговорить. Это опасно. Встречи вот эти, они разрушат твою семью. Понимаешь? Ты не сможешь устоять. Тебе нравится чувствовать себя вот этой желанной, комплименты слышать, ощущать вот эту самую бабочку в животе. И вот эти мысли о прошлом и общение с бывшим, они у тебя энергию отнимают, которую нужно тратить на настоящую жизнь, там, на мужа, на детей, если есть, на дом, на работу. Ты живешь в двух мирах одновременно, и это тебя разрывает. Что тебе нужно отпустить, чтобы вперед идти? Ну вот эти взаимоотношения с мужиком, который тебя назад тянет. Этот мужик из прошлого, он не твое будущее. Он, знаешь, он символ молодости, да, которая уже там прошла. И цепляясь за него, ты цепляешься за иллюзию, что можно вернуть время назад. Нет. Хватит с ним общаться. Удали его из соцсетей, телефон заблокируй, не отвечай на сообщения. Больно будет? Да. Будет казаться, что ты теряешь что-то важное, но на самом деле ты освобождаешь место для настоящей своей жизни, понимаешь? А еще тебе нужно перестать тащить на себе вот все проблемы семейные. Потому что ты взвалил вот на себя кучу обязанностей и теперь надрываешься. У тебя работа, дом, дети, муж, родители, и при этом ты еще там пытаешься учиться и развиваться. Так нельзя, ты не железная. Рано или поздно силы кончатся, и ты сломаешься. Научись делегировать. Муж должен тоже участвовать в домашних делах. Дети должны помогать по хозяйству. Родители там должны быть более самостоятельными. Перестань думать, что ты одна ответственна за все счастье своей семьи. Каждый человек, он отвечает за свое счастье. Ты можешь помогать, там, поддерживать, но не жить вместо других. Отпусти свой контроль над всеми, понимаешь? Дай близким право там на собственные ошибки. Сосредоточься на том, что действительно в твоей власти. На своих поступках, там, на своих решениях, на своих чувствах. И тогда появится энергия для там собственных целей. А мужика из прошлого заблокируй прямо сейчас. И, конечно же, приходи в проживание арканов.
Ссылку ты видишь в закрепленном комментарии, в описании к видео и на экране. И помни, что дед всегда рядом.